Приветствую вас на канале World of Armor. В этом видео я буду делать кирасу в стиле Kastenbrust, что в переводе с немецкого означает коробчатая грудь. И как раз на примере кирасы это отчетливо видно и понятно. Поехали! Вырезаю будущую деталь нагрудника из листа стали марки 30 КГСА толщиной 1,5 мм и делаю разметку штангелем. Так мне проще вытянуть симметрично нужную форму. Обратите внимание, я диффую в начале края, а центр оставляю нетронутым. При такой вытяжке уменьшается толщина, а если начать работать с центра, то он в конце работы будет таким тонким, что его будут очень проминать в бою. Центр протягиваю в последнюю очередь. Вот такую форму я сейчас буду придавать моей заготовке. Метод называется райзинг. Я опираюсь холодной частью на шпирак и забиваю нагретую зону. Kastenbrust – это красивые доспехи, которые иногда похожи на фэнтези-латы. А где еще есть красивая фэнтези-броня? Конечно же в Raid Shadow Legends. Все знают, что Raid – это мобильная игра, где можно сражаться на PvP-арене, бить клановых боссов, а также собирать и прокачивать героев. Мне лично нравятся дизайны доспехов, особенно фракции Banneret. Вот мой топ-5 доспехов. Авангард – черные и золотые цвета, крылья на шлеме, ну почти Нильфгард. Завоеватель. Забрала вполне бугурто-оптимальная. Похожая перфорация встречается на Бикоке. Жискар. Шлем жабья голова, но с украшением, которое является частью шлема. Непрактично, зато эпично. Септимус. Похож на поздние Грандхельмы. Корона с крыльями отлично подходит. Я, кстати, делал такой шлем. Лорд Шемфрод. Действительно интересная концепция забрала. Этот вариант выглядит очень нехарактерно для средневековых шлемов, но мне кажется, его можно сделать бугурто-оптимальным, при этом оно простое и уникальное. Нужно как-то попробовать сделать. Этим летом Raid запланировал много нового контента и появится много новых героев. Также есть новая ротация Роковой башни, и ее определенно можно закончить в этом месяце. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите собрать 80 инсталлов. Качайте рейд по моей ссылке и в качестве нового игрока получите один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чанору в качестве бонуса. Получив передок кирасы, я начинаю делать спину. Вырезаю ее уже из толщины 1,2 мм. Такую толщину можно резать электроножницами, очень удобно и без пыли. После подготовки переда и спины я начинаю делать деталь талии. Работая с тонким листом, всегда будет проблема в том, что изгибая одну часть детали, вся деталь начнет крутиться в других местах. И это, конечно же, добавляет работы. Я фиксирую друг к другу детальки, и сейчас у меня есть возможность просто идеально подогнать вот эти зоны. Я могу прогреть и верхнюю деталь и приложить к нижней, и наоборот, прогреть нижнюю деталь и приложить к верхней. Все части я собрал на болты, чтобы видеть всю форму вместе. Когда кираса будет готовая, этих болтов не будет, и застегиваться она будет с помощью пряжек и ремешков. Поправляю края талии в сборе со всеми деталями. Так намного проще, чем по отдельности.
Рихтовка – это финальный этап вытяжки и ковки кирасы. Большую часть я делаю на рихтовалке из отбойного молотка, но края довожу руками. Под рихтовалкой край может расплющиться очень быстро, а руками аккуратнее получается. К сожалению, от рихтовки детали крутит и нужно каждый раз возвращать форму. Такой тяжелый молоток, в отличие от легкого молотка, будет в первую очередь давить деталь, не пробивая при этом поверхность. Но если взять легкий молоток, то при таких ударах я буду терять рихтовку. Поэтому, как ни странно, работая с толщиной немногим более 1 мм, мне нужен молоток весом в 4 килограмма. Одну деталь юбки я уже сделал за кадром. И сейчас покажу, как я это делал. Для упрощения своей работы я воспользуюсь малярной лентой. С помощью такого простого способа я получил верхний изгиб моей будущей детали. Теперь мне нужно достроить остальную зону. По нижней части я не буду сейчас срезать ровно по линии. Я обрежу с запасом. Так у меня будет возможность для дополнительной коррекции. Обязательно складываю деталь пополам. Так я могу проверить симметрию и удостовериться, что правая и левая часть зеркально повторяют друг друга. К тому же это покажет точный центр детали. Так, есть разметка. Есть центр, как обычно. Центра мы любим. Центра мы должны всегда видеть. На мой взгляд, слишком сильно оттопырена вот эта задняя часть. Именно поэтому я оставлял здесь запас. Вроде бы похоже. Вся задняя зона, все детали спины будут заходить под передок. Это, скажем так, правило для кирасы. Объяснить это можно тем, что все колющие удары, которые вы будете принимать спереди, не найдут вот таких вот щелей, вот таких, и все удары просто соскользнут в сторону. Теперь нужно нарезать стальную деталь. Юбку я делаю из толщины 1 мм. Это тоже марка 30 ХГСА. Понятное дело, что вся кираса должна быть сделана из одного и того же материала, потому что если мы будем калить, то калить нужно при одинаковых температурных режимах. А если будет разный материал, это будет сделать проблематично, так как конструкция из разных деталей, которые может повести, лучше калить вместе максимально. То есть если есть возможность завязать и закалить кирасу полностью целиком, лучше это делать только так. Легкой выпуклости хватит. В этом деле даже важнее не перековать. Увлекшись, можно просто испортить выкройку. И единственным решением и исправлением ситуации это будет сделать по-новому. В общем-то неплохо. А сейчас нужно делать рихтовку задней детальки. И в этом мне поможет моя рихтовалочка. Конечно же, после рихтовки деталь повело. Она теперь потеряла свою форму и не подходит. Поэтому важным навыком доспешника является умение подгонять быстро листовые изделия. Ну, вроде форма вернулась обратно. Теперь я делаю вальцовку на кирасе. Это нужно, чтобы об край нельзя было порезаться. А в доспехах 15 века немцы и итальянцы практиковали большие треугольные вальцовки, которые останавливали колющие удары. У меня даже есть видео об этом.
Мне повезло, и рыцарь, на которого делается кираса, приехал на примерку. Доспех — это не просто одежда, и сделать подходящее железо, не видя заказчика, очень трудно. Мы как раз проверили и руки, и плечи, про них тоже будет видео. Доделываю вальцовку на юбке и собираю все вместе, чтобы проверить перед закалкой. Сборка юбки закончена. По низу юбки, как вы видите, сделана вальцовка для усиления жесткости всей конструкции. В дальнейшем эта юбка соберется на ремни, на кожаные ремешки. Таким образом она получит максимальную подвижность и позволит рыцарю делать необходимые движения в бою. А сейчас она собрана на сквозные болты. Иногда юбка так и собиралась на такие сквозные болты, но дело в том, что такая конструкция существенно ограничит движение. А у нас юбка довольно высокая, то есть низкая. Соединение чисто сквозное на сквозную заклепку уместно только тогда, когда у нас юбка короткая. Поэтому будет собираться на ремешки, которые будут спрятаны под низом. И будет еще центральный ремешок. И тогда юбка будет хорошо играть, складываться, позволять поднимать колени для удара или наклоняться, уворачиваясь от ударов. У юбки есть вот такие вырезы. Обусловлены они тем, что рыцарь часто ездил на коне. И с помощью таких вырезов немножечко более комфортно держаться в седле. Такой вырез есть спереди и сзади. Такие вырезы могли быть более выраженными или менее выраженными, или вообще могло их не быть. За кадром я закалил все детали кирасы, и на поверхности образовалась черная окалина, которую нужно пошлифовать. Кстати, на этом моменте я взял новую камеру. Предыдущий материал был снят на Canon, а теперь у меня Panasonic. Шлифовать я буду тоже за кадром. Работа пыльная, грязная, не хочу портить камеру. Кстати, это видео я начал снимать позапрошлой зимой, закончил прошлым летом и как-то вообще забыл за него. Вот случайно нашел на компе, сам в шоке. Теперь все детальки пошлифованы. Вот, красиво разложил, чтобы было наглядно видно, из чего состоит кираса. Сборку тоже сделал за кадром, это скучная работа, и вот. Сергей Гуньков проверяет, нормально ли все надевается, двигается, не заклинивает ли что-то. Проверка возле мастерской — это хорошо. Если что, легко подправить какую-то мелочь. Наш рыцарь готов усмирять толпы крестьян и вести в атаку кавалерию. Доспех уже успел поездить на несколько фестивалей. Вот фотографии. Да, я тут еще доделываю шлем Карантира. Я бы, конечно, хотел выложить видео именно с ним, но хочу еще поморочиться в некоторых моментах. Патроны. Вам спасибище. Вы прям сильно мотивируете меня делать контент. Не думал, что вас будет так много. Ну и спасибо всем тем, кто досматривает до конца. Всем пока.